Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и солнечного настроения. Сегодняшнее видео – это выполнение просьб двух наших и зрителей, и участники социальных сетей. И в данном случае мы начинаем с письма нашего участника группы из одноклассников Михаила. Он написал: пожалуйста, подготовьте видео о пикировке, о благоприятных днях работы с рассадой в январе 2022 года. Мы уже много лет выращиваем овощи в теплице. И были такие годы, когда дружно взошедшая рассада, крепкая, зеленая, после пикировки она была хилой, и урожай потом был слабым. Растения болели и даже погибали. А в 2020 и 2021 году мы стали пикировать и высаживать рассаду в благоприятные дни по вашим гороскопам. И, кстати, и сеем, и другие работы выполняем по вашим агрогороскопам. И совсем другое дело. Рассада здорово выглядит, хорошо развивается. А ваш совет перевалок – это вообще классная штука. Как мы раньше сами об этом не додумались. Спасибо большое, что сами испытали, получили хороший результат и делитесь с другими знаниями и опытом. Благодарим вас, Михаил, за ваш отзыв о нашем труде. В сегодняшнем видео есть агрогороскоп пикировки, пересадки, перевалки и посадки рассады овощных и цветочных растений на январь 2022 года. Но еще пару минут прошу уделить внимание ответу еще на один вопрос. Здесь именно вопрос звучит от новичков. Их несколько человек, но мы объединили эти вопросы. И вот этот вопрос звучит так. Зачем вся эта катавасия с пикировкой, перевалкой рассады? Посеял семечку помидора в большой горшок и пусть там растет до посадки. Отвечаем на ваш вопрос. Когда у нас на юге Украины, а живем мы на юге Украины в городе прекрасном Измаил, это юг Одесской области, и вот лет 10-15 и даже еще лет 7-8 назад наши огородники, имеющие теплицы, всегда высаживали рассаду в теплице с 25 по 31 марта. Представляете себе, с 25 по 31 марта. Такой способ посадки семян помидоров был очень хорошим и результативным. Мы высевали на рассаду семена во второй половине января или в начале февраля. Двухмесячная рассада, посаженная в теплице, хорошо тогда приживалась и быстро росла. Мы первые спелые плоды томатов собирали уже во второй половине мая, а один год даже собирали на 9 мая первые плоды. Но тогда была эпоха рыбы, и в нашем регионе март уже был теплым месяцем, и апрель радовал высокими плюсовыми температурами, а в мае наступало настоящее жаркое лето. Так было. А в 2 последних года, когда вступила в свои права эпоха водолей, климат резко изменился. Меняется кардинально не только погода, но и материя, почва, вода. Все меняется. Мы меняемся. И все, что вокруг, в нашем пространстве, все меняется. Тем более семена и растения. При этом почва не прогревается до конца июня в открытом грунте. Это открытый грунт. Даже в прошлом году и в июне месяце, в середине июня, кто высаживал рассаду, она болела из-за того, что еще было очень холодно. И холодные дожди были почти до конца месяца, и только в июле уже разогрелась почва. В теплице только в конце апреля и в начале мая почва готова к посадке рассады. Она уже прогревается до нужных плюс 20, плюс 22 градусов. Отлично. И если посадить рассаду овощей в холодную почву раньше, как мы высаживали в марте или даже в апреле, в начале апреля, то корни не развиваются. Мы уже в этом убедились. Постепенно корни умирают, и растение медленно погибает. И весь труд
посева семян на рассаду, такие ранние сроки, затем возились с этой рассадой, пикировали, пересаживали, и вдруг вот этот труд идет на смарку. Поэтому мы перешли к такому затратному, но эффективному способу выращивания рассады, а именно называется перевалка. Мы провели с десяток экспериментов, в которых рассаду выращивали в разных емкостях, и поняли, что после всходов растение в первую очередь всегда наращивает только корневую систему. Если у него 1-литровый или 3-литровый горшок, растение заполняет вот эти пространства в почвогрунте своими многочисленными корнями, и это делает в первую очередь. Когда уже полностью корни заняли вот это пространство в горшке, они начинают, дальше им некуда расти, потому что еще почва не прогрелась, и они начинают здесь же в горшке уже цвести, формировать плоды. Растения очень умные, они мудрые, они живые. Они понимают, что дальше пространства для корней нет в горшке. Надо успеть оставить на базе вот этих корней потомство. Ну, естественно, зацвести и сформировать хотя бы 1-2 плода. Часто агрономы используют химические препараты, чтобы остановить физиологические процессы в растении рассады. Потом вот эта рассада останавливается в росте, и когда температура уже достаточная и почва прогрелась, высаживают рассаду в грунт, то ли теплица, то ли открытый грунт. А она стоит на месте, словно заснула. Начинаются различные интенсивные подкормки и под корень, и по листьям. И это все азотные удобрения, чтобы заставить растение расти. Мы, кстати, это тоже проходили. Плоды с таких растений невкусные и не полезные. А про урожайность и говорить нечего. Программа на урожай вот этими препаратами была остановлена. Произошел серьезный сбой, и восстановить начальную программу уже просто невозможно. Поэтому мы выбираем только высокоурожайные, высокорослые, гибридные овощи, которые выращиваем через рассаду и затем высаживаем только в теплицах. Чтобы не останавливать и не сбивать урожайную программу, мы сеем семена в самые маленькие горшочки или стаканчики. А еще лучше получается, мы уже убедились пару лет в этом, получается посев именно в торфяные таблеточки. Затем растения пересаживаем в горшочек, потом еще в чуть больший горшочек. И так доводим горшочки до объема 3 литров. Это уже происходит в апреле, и мы рассаду в апреле оставляем в теплице. Здесь она живет и ночью ночует. Только в случае сильного похолодания переносим рассаду на веранду. В ящички такие от фруктов складываем и переносим. Ну а потом, как циклон прошел, возвращаем рассаду обратно в теплицу. Многие могут сказать, что это хлопотно, и пишут нам об этом. Горшочки покупаешь один раз, это хлопотно, но затем много лет их используешь. Одноразовая затрата и польза на много лет вперед. Хлопотно это или не хлопотно, нужно посчитать. Те, кто привык высаживать рассаду сотнями штук, подумайте хорошо, проанализируйте свои затраты времени, ресурсов и полученный результат. Можете вспомнить народную мудрость. Лучше меньше, но лучше. Лучше посадить пару десятков растений, овощей, но это очень урожайные должны быть растения. И они будут формировать плоды все лето и до холодов. Мы теперь высаживаем всего 33 рассадных растений томатов в теплице и 9 растений партенокарпических огурцов и обеспечиваем себя, свою семью, свежими томатами и огурцами до холодов, выращивая овощи в теплице. Кстати, еще одна теплица у нас служит для выращивания
13 растений баклажанов и 15 растений сладкого перца. Всех этих растений с их высокой урожайностью нам хватает все лето для потребления плодов с них в свежем виде и на заготовки для нашей семьи из 6 человек. Есть в нашей почте еще вопросы по рассаде, но мы будем на них отвечать в будущих видео. А сейчас самое время рассмотреть агрогороскоп. Агрогороскоп – пикировки, посадки, пересадки, перевалки растений рассадных, любых овощных и цветочных растений в январе 2022 года. Напоминаем, что агрогороскоп составляем по московскому времени. Легко определить с помощью интернета время своей страны или региона. Так, первый хороший период для пикировки, перевалки рассады, пересадки – это период рыб, то есть растущая луна находится в знаке рыбы, и этот период составляет вот такие дни. 6 января начинается с 4 часов утра и до конца суток, 7 января все 24 часа. Замечательный, великолепный период в Тельце при растущей луне 10 января с 18 часов до конца суток, 11 января все 24 часа, 12 января с 0 часов до 21 часа. Затем будет перерыв и очень короткий, маленький период, он связан с тем, что у нас будет сожженный путь полнолуния, и он часть времени вот этого благоприятного заберет у нас. Но у нас все-таки есть 15 января, и начинается этот период с 20 часов вечера и до конца суток. Ничего страшного, 4 часа – это предостаточно, если не гнаться за сотнями или тысячами штук томатов или других растений, овощных или цветочных. Следующий период – это уже время в Скорпионе. Убывающая луна также хороша для того, чтобы пикировать, пересаживать и проводить перевалку рассады. Начинается этот период 26 января с 5 часов утра до конца суток, 27 января с 0 часов и только до 9 часов утра 30 минут. Вот такой период. И завершается месяц хорошим периодом в знаке Козерог при убывающей луне 29 января с 13 часов до конца суток и 30 января с 0 часов до 15 часов дня. И прошу вас обязательно в любом знаке, в любое время, когда вы проводите пикировку, перевалку, пожалуйста, берегите корни. На этом завершаем наше сегодняшнее видео. Благодарим вас за вопросы, комментарии. Не забывайте ставить палец вверх. Делитесь этим и другими видео нашего канала с теми, кому вы желаете добра и благополучия. А тем временем мы прощаемся с вами. Всего-навсего до завтрашнего утра. До новых приятных встреч на нашем канале. С вами были, как всегда, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Пока-пока!